Всем привет! Сегодня в Сочи состоялась дилерская конференция АвтоВАЗа, на которой официально представили кроссовер Lada X-Cross 5. Это будет вершиной линейки Lada. Вот первые фото и видео с места события. Вместо перелицованного Renault перелицованный китаец выпускаем. Так держать. Похоже, все китайские кроссоверы Lada питерской сборки будут называться X-Cross. Цифра условно обозначает размер машины. Позже представят более крупный кроссовер. Седаны, как я понимаю, будут иметь другое обозначение. Легко догадаться, что новая Lada X-Cross 5 это китайский FAW Bestune T77 с логотипом АвтоВАЗа, и то не везде поменяли. Да, этот стыд АвтоВАЗ перенял у москвича. Решетка радиатора осталась прежней, но на ней огромная ладья в овале. Построили бы китайцы один большой автозавод. В первую смену на подделке лепим шильдик Lada, во вторую смену лепим Москвич, в третью Evolute или что там еще. И то больше профита будет. Железо у китайской Lada X-Cross 5 тоже не изменилось по сравнению с донором. Передний привод, 1,5-литровый бензиновый мотор плюс 7-ступенчатый робот или 6-ступенчатая механика. Однако мотор, скорее всего, дефорсирует с нынешних 160 лошадиных сил до менее затратных с точки зрения налога 149 лошадиных сил. Сегодня зашел на сайт autospot.ru и заметил, что предложений на новые авто стало гораздо больше, а скидки за наличные уже не редкость. Ну тут все понятно. Машины, ввезенные в прошлом году, дилерам нужно продать и привезти этого года. Валюта вновь скачет, и сделать это надо максимально быстро. Ссылку на новые авто с достойными скидками как за наличные, так и за кредит трейд-ин я оставил в описании, пользуйтесь. Также на Автоспот вы найдете лучшее предложение на ТО вашего автомобиля. Выпуск Lada X-Cross 5 начнут через пару месяцев на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Поначалу методом крупноузловой сборки. Возможно, лет через 10 что-то поменяется и начнут шильдики переклеивать и на руле. Серьезно? Вот так вот? И ничего собственного кроме шильдика? Цены будут космические и постоянно растущие. Китайский FAW Bestune T77 продается у нас в России по цене от 2 миллионов 170 тысяч рублей. В прошлом году было реализовано более 2000 машин. Думаю, если цену более-менее реальную поставят, то будут продажи у Lada X-Cross 5. За 2,5 миллиона он и сейчас никому не нужен, а цена скорее всего будет от 2,5 миллионов. Осталось дождаться, когда на очередного китайца навешают шильдик Волга. И все, наш автопром возрожден и впереди планеты всей. Реально какой-то сюр. Тупо клеит свой бренд на их товар. Что за прикол? Зачем этот цирк? Это часть общей стратегии, это не назовешь, пусть будет тенденцией. Телефоны с переклеенными шильдиками были, процессоры, ноутбуки, дроны – это только то, что я помню. Теперь до машин руки дошли. Правда не взлетит, как и не взлетела предыдущая. Когда казаться важнее, чем быть. В этом вся суть происходящего. Лучше всего было бы последние 10-15 жирных лет развивать что-то свое. Сделать одну-две свои новые, востребованные на рынке модели с народным же ценником. В итоге страна, выпускавшая один из первых внедорожников с несущим кузовом, вынуждена выпускать бейдж-инжиниринговые модели чужих марок за прайс, который будет недоступен большинству. А вам тоже стыдно? Пишите в комментариях. Не молчите. И распространите это видео, чтобы люди не думали после просмотра телевизора, что это наша разработка.